он воссоздает атмосферу дурного сна, который стал реальностью. Вот оно мне и дало эмоции, негативные. Он умел посмеяться над страшными вещами. Пропиталась этой атмосферой безнадёги. Я посмотрела на этот фильм уже иначе. Можно же ведь представить, что те события, которые происходят в России последние неделю-две, они происходят в этом фильме. А реальность страшная, мрачная, депрессивная. Вот это была настоящая реальность. Я бы, наверное, ужасно не хотела жить в этом мире. Вот даже никакой надежды нет. Михаил Афанасьевич Булгаков, продолжатель славной традиции смеяться там, где страшно. Еще наши предки столетия, даже, скорее всего, тысячелетия назад пользовались этим приемом для того, чтобы принять неизбежное. Потому что это сейчас мы можем сбежать куда-то от смерти, постараться не видеть похороны, постараться избежать мыслей о болезнях. А тогда это все было на виду. Людям надо было как-то с этим работать, и главное работать над своим психологическим состоянием. Может быть, они так об этом не думали и не называли, но суть они прекрасно понимали. И вот Булгаков продолжатель этой славной традиции. Я люблю его во многом за это. Он ничего не делает в лоб. Он говорит о страшном так, как будто страшного нет, а оно есть. И он говорит об этом так, что это становится легче переносить. После фильма мне стало тяжелее переносить. Вот правда, я столько отзывов слышала о том, какой это потрясающий фильм. Я не спорю, он реально потрясающий, он классно снят, он гениально снят, он, может быть, да, это опять же личное мнение, он гениально снят, и он воссоздает атмосферу дурного сна, который стал реальностью, но я такое не люблю. У меня от такого начинается э, депрессивное состояние. Мне в жизни хватает негатива, чтобы еще сидеть и смотреть на это в кино, а снято реально хорошо. Я в это погрузилась и загрузилась. То есть кино же нам дает эмоции, правда? Мы ведь за этим туда во многом ходим. Вот оно мне и дало эмоции, такие негативные. Погрузилась, называется, в атмосферу. И да, фильм хороший. Да, я бы его пересмотрела. Но, конечно, опять же, у автора есть право снять так, как он считает нужным. Он не должен там во всем следовать духу и букве Булгакова, но если там сравнивать по воздействию, то это абсолютно разное воздействие. Если после Булгакова я могу как-то там, дышать свободно и настроение оптимистичное, потому что, ну вот, он умел посмеяться над страшными вещами. Он это умел. То тут вот я прям пропиталась этой атмосферой безнадеги. Если задача была воссоздать вот эту мрачную атмосферу, в которой герои м, не могут, не могут преодолеть эти тяжелейшие обстоятельства, в которых они оказались, то да, им это удалось. Я лично не люблю такой атмосферы, не люблю таких концовок. Опять же, повторюсь, это мое личное, поскольку и то, что в жизни происходит, очень сложно выносить. А вот, кстати говоря, по поводу жизни, после того, как мы посмотрели фильм, и в России начали происходить некоторые события, довольно, на мой взгляд, мрачные. Я посмотрела на этот фильм уже немножко иначе. Потому что, вот представьте себе вот эту мрачную, депрессивную атмосферу этого кино «Мастера и Маргарита», и что в этой мрачной и депрессивной атмосфере сейчас происходит то, что сейчас происходит в России. Ну, то есть представьте себе, что вот, допустим, то, что вы сегодня видели в новостях, такого мрачного, страшного, негативного, что оно помещено в этот фильм. Спасибо тебе, дорогой светильник. И согласитесь, оно ведь органично туда вписывается, правда ведь? Можно же ведь представить, что те события, которые происходят в России там последние неделю-две, что они происходят в этом фильме. Ну и, конечно, кино интересно именно вот этой очень реалистичной, мрачной атмосферой. Настолько в деталях воспроизведена жизнь героев, что реально веришь в то, что происходит, реально веришь. И ощущение после фильма такое, как будто, вот знаете, как бывает кошмарный сон, тебе снится, ты просыпаешься и думаешь, ух, это был кошмарный сон. Ничего этого на самом деле нет. А тут вот получается, что настолько реалистично снято, что как будто это кошмарный сон, который стал реальностью.
То есть ты живешь своей обычной жизнью, ходишь на работу, воспитываешь детей, а потом раз, ты просыпаешься вот в этом кошмаре. И оказывается, что вот это работа, там, семья, вот это все тебе снилось. А реальность — это вот это вот страшное, мрачное, депрессивное. Вот это была настоящая реальность. И ты в нее сейчас проснулась. А вот этого всего, его ничего не было. А реальность твоя, она вот такая пугающая. Вот у меня такое послевкусие осталось от этого фильма. И я считаю это довольно необычно для массового кино. Я бы, наверное, ужасно не хотела жить вот в этом мире этого фильма «Мастер и Маргариты», потому что там вот даже никакой надежды нет, честно говоря. По поводу Маргариты, я считаю, это важный момент. Не секрет, что обычно Маргаритой, ну, то есть считают, что Булгаков списал Маргариту со своей третьей жены. Хотя у его первой жены, которая много для него сделала, конечно, есть свое мнение на этот счет. Так вот, Маргарита Михаила Афанасьевича — это очень жизнерадостный человек. Хотя у нее есть суицидальные мысли, но если почитать внимательно, что это за женщина в романе, то, например, психолог сделает вывод, что у нее, скорее всего, истероидная акцентуация. А для истероидов, для них характерны демонстративные суицидальные тенденции. Она же не просто в себе это держит, она это еще и рассказывает мастеру по книге. Ну, и, в принципе, там видно, что это женщина яркая, привлекающая к себе внимание, демонстративная, которая может себе позволить высказываться а-ля не по-советски. И третья жена Булгакова тоже по отзывам современников, по описанию, которое выходит из того, что они говорят, была не советского типажа женщина. Она была абсолютно нескромная и могла себе позволить эпатажные высказывания. Например, Мариэте Чудаковой она сказала: чтобы Миша печатался, я готова отдаться любому. Ну, согласитесь, сложно представить себе среднестатистическую советскую женщину, которая такие вещи говорит. Это женщина, в реальной жизни я имею в виду, которая не боялась быть эпатажной, не боялась привлекать к себе внимание. И в романе, что неудивительно, Михаил Афанасьевич тоже изобразил вот такую женщину. Что касается фильма, опять же, полное право есть у автора создать того героя, которого он хочет. Но эта женщина совсем иная. Она несчастная, она измученная, она депрессивная, но в ней нет вот этого жизнелюбия булгаковской Маргариты. Опять же, посмотрите, что Маргарита делает в романе. Вот у нее появились плохие мысли, она считает, что ее жизнь пуста, и она берет эти противные желтые цветы и идет с ними искать его. Кого его, она еще не знает. Но она знает, что его, и она находит. Правда ведь? Потом, когда мастер уже исчез, он уже сидел в психушке на тот момент. И приходит Наташа, начинает травить эти шикарные байки о том, как на какой-то женщине испарились туфли. И Маргарита смеется по роману. Это женщина, которая потеряла любимого человека. Она не знает, где находится мастер. Ей очень плохо, но ей чувство юмора не отказывает. Это вот такая женщина безумно жизнелюбивая. В фильме, к сожалению, опять же, есть полное право у автора героев своих делать такими, какими он считает нужным, но я люблю вот таких жизнелюбивых героев, как у Булгакова. А вот таких несчастных, загнанных в угол, да, мне, может быть, их жалко, но у меня не появляется восторга перед ними, как у меня появляется восторг перед жизнелюбивыми людьми, вроде булгаковских. Ну и, конечно, еще один герой, ам, которым я очень люблю в романе, это Коровьев. Несмотря на то, что это опасное существо все-таки, это слуга сатаны, нельзя этого списывать со счетов. А в романе это шут. Он прям вот идет четко по архетипу шута. И он вот такое впечатление умел производить на людей, что люди себя рядом с ним чувствовали в безопасности. Если почитать «Мастера и Маргариту», видно, что все, с кем общался Коровьев, все чувствовали себя рядом с ним в безопасности. И даже когда Маргарита первый раз пришла к сатане, ее встретил Коровьев, и она пока шла с Коровьевым, он там что-то болтал, и ее это успокоило. Вот он такое впечатление производил на людей. А в фильме, опять же, у автора есть полное право, ну, ладно, там далее по списку, да, вот как Коровьев, он настолько страшный, он страшнее как там этого, Пеннивайза, он страшнее Пеннивайза.
Серьезно, я смотрела "Оно" ночью, и мне было не страшно. А когда вот этот король, он жуткий, он вот в этом своем, он смеется, и он страшно смеется. Ну, я вот больше булгаковских персонажей люблю. Это дело вкуса абсолютно. Вот мой вкус такой. Я люблю жизнелюбивых, и я люблю смешных. Мрачных я не очень люблю. Вот так. Это еще не все. Мне еще и бошку срезал при съемке предыдущего видео, как Берлиозу на чистых прудах почти.